Привет, это майор в отставке. Интернет-ID и база всех email-телефонов. Допуск в интернет как по пропуску. Мы пытаемся и предпринимаем усилия в этом направлении. Власти в России продолжают закручивать цифровые гайки. Новые инициативы режима, о которых мы узнали на днях, это создание единой базы всех email и реализация так называемого интернет-ID для доступа ко всем ресурсам в сети для россиян. Сейчас в публичном поле крутятся эти две инициативы. На словах они вроде как разные, каждая про свое, каждую можно обсуждать отдельно, но если их сложить вместе, получается одна картина. И картина эта очень неприятная, но очень понятная. Связать человека, устройство и его онлайн-активность в одну цепочку, чтобы контроль за вами стал дешевым, автоматическим и массовым. Не гоняться за вами в попытке установить личность, топтывая сапоги и напрягая последние оставшиеся извилины в мозгах, а тупо нажать на кнопочку и все. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И сегодня мы поговорим о новых, наверное, самых жестких за все время нарушающих ваши права инициативах ФСБ в лице Минцифры и прочих министерств. От вас, как всегда, потребуется поставить лайк, досмотреть это видео до конца, поделиться им и подписаться на канал, если вы еще не сделали этого. Итак, начинаем. Первая история – это специальный единый интернет-ID. Единый, неизменный, привязанный к номеру телефона, как они говорят. А номер телефона уже давно жестко привязан к паспорту. Без верификации оператор его блокирует. Изначально речь шла об использовании этого цифрового ДНК только для определенных сервисов, вроде соцсетей и онлайн-кинотеатров. Но архитекторам цифрового ГУЛАГа в России идея так понравилась, что теперь этот ID планируют внедрить для всех ресурсов. По словам властей, данные якобы будут обезличены и передаваться в зашифрованном виде. Власти подают это как заботу о статистике. Якобы наконец-то будут точно считать аудиторию, наконец-то один человек будет считаться одним, а не будет превращаться в 10 человек из-за того, что у него 3 браузера, 2 телефона, 1 планшет и куча телевизоров. Все это, конечно, звучит красиво, наверное, только если ты из какой-нибудь рекламной индустрии, тебе нужны эти цифры, которые больше нахер никому не нужны. Он нам нахуй не нужен, интернет ваш. Да, понятно. Понятно? Понятно. Все это даже для чайника выглядит, мягко сказать, подозрительно. Но давайте разберемся, что здесь не так. Если им нужна статистика, почему им нужен именно ID, привязанный к конкретному номеру телефона, то есть к человеку? Почему не сделать, например, обычный, случайный, уникальный токен на сайте, чтобы человек был одним пользователем именно на этой площадке, а не на всей территории интернета? Почему не сделать, например, систему, где идентификатор живет локально, а не тянется повсюду за тобой? Минцифры, разумеется, с подсказки ФСБ заявляет о якобы обезличенных данных, но, во-первых, на черта тогда привязывать это к телефону, а телефон к вашему паспорту, во-вторых, они говорят, что данные будут зашифрованы еще до передачи, но сама площадка будет знать данные этого конкретного ID, они будут проходить через их сервера. А как вы знаете, российские интернет-сервисы не просто сотрудничают с ФСБ, они предоставляют им доступ к своим серверам, ко всем данным. То есть, простым языком, ФСБ будет знать ваш ID, будет знать, на чье он имя, что вы смотрели, что читали. Далее путем нажатия нескольких кнопок все эти ID будут легко собраны в очередную ФСБшную базу, доступ к которой и будет у них. И первые шаги показывают, что в целом, в общем, это, на мой взгляд, возможно. Назовем эту базу условно, например, Full House. Ну а далее ФСБ получит легкую, упрощенную возможность пробивать нажатием пары кнопок, кто что читал, смотрел, куда заходил. И если спецслужбы привязывают единый интернет-ID к номеру телефона, то есть к вам, то они автоматически получают ключ практически от всех дверей вашей цифровой жизни. Разумеется, истинным инициатором этой инициативы, как я уже сказал, и другой тоже, о которой я скажу позже, является ФСБ. ФСБ в России имеет монополию на все, что связано с прослушкой, с контролем технических каналов связи и много чего еще. Эти клоуны, похоже, уже окончательно то ли обленились, то ли растратили весь свой профессионализм, профессиональные навыки до такой степени, что интеллекта им будет хватать теперь только для того, чтобы нажать на кнопку, и на экране сразу появилось имя так называемого подозреваемого, то есть вас.
Ну и разумеется, если в России есть какая-то база, то она обязательно должна куда-то утечь. Ну а если она утечет, то вместе с ней утечет и вся ваша, пусть даже самая минимальная приватность. Риск того, что информация о посещениях вами сайтов будет в будущем слита в общий доступ, равняется примерно 100%. Вторая история – это email. Это уже про железо. Email – это идентификатор телефона как устройство, сам аппарат. Это как ВИН-номер на машине. В общем, Минцифры, а если быть честными, ФСБ, предложили к 2028 году окончательно создать единую базу email, всех email мобильных средств. И знаете для чего? Правильно, для борьбы с мошенниками и беспилотниками. По этой базе email они идут к схеме реестр плюс рубильник с конкретными сроками. В публичных заявлениях Минцифры звучит, что базу email хотят запустить уже в 2026 году и привязать email к конкретным номерам. Дальше рисуют дорожную карту. В 2027 году обязательная связка email плюс абонентский номер. А с 2028 года в сети смогут работать только зарегистрированные там устройства, иначе телефон просто перестает обслуживаться. Технически это выглядит как фильтр прямо внутри сети оператора. Каждый раз, когда телефон появляется в сети, оператор видит его email и одновременно видит сим-карту, ваш номер. Он сверяет эту пару с базой локальной у себя и с центральным реестром и принимает решение, пускать или не пускать. Образно, у вас на входе в мобильную связь появляется турникет. Подошел телефон, система проверила, есть ли этот email в базе, в реестре. И второй вопрос. Этот ли email привязан именно к этой сим-карте, к этому договору? Если да, связь работает, если нет, привет. Устройство не зарегистрировано. И дальше либо только экстренный вызов, либо полный отбой. Именно так и будет проходить отсев. Автоматически через проверку связки железа плюс симка при каждом подключении к сети. И, внимание, регистрацию в этом реестре они хотят сделать платной. То есть сначала вам ставят турникет, а потом продают жетон для того, чтобы через этот турникет можно было как-то пройти. Государство еще и хочет навариться на собственных репрессиях. Вероятно, такая система сделает невозможным использовать анонимные сим-карты, поскольку, скорее всего, регистрировать связку сим-карты плюс email необходимо будет при личном визите к оператору с паспортом. Вот такого, даже китайцы с северокорейцами еще не додумались. Снова говорят, это ради безопасности, ради борьбы с мошенниками, ради борьбы с серым импортом, ради того, чтобы симки не стояли где попало, особенно в беспилотниках. Они там еще любят добавлять страшные слова всякие, чтобы спорить было неудобно. Очень универсальный аргумент. Если не согласен, значит ты за беспилотники и за мошенников. Ну а я, как майор в отставке, на такие трюки смотрю спокойно. Здесь не лозунги интересны, здесь интересен механизм. А механизм здесь простой. Паспорт привязан к симке, симка привязана к номеру, номер привязан к единому интернет-ID и к email, а email привязан к аппарату, в который вставлена симка. И все это можно связать. Получается цепочка. Паспорт, номер, устройство, активность. Все. Полнейший контроль. Дальше дело техники. У операторов давно есть способ работать с email. Появятся белые списки, черные списки, блокировки и все что угодно. И вот тут я хочу, чтобы вы представили бытовую картину. Не политическую, не идеологическую, а простую человеческую. Покупаешь ты телефон с рук. Не с витрины, а с рук. Потому что так дешевле, потому что модель хорошая, она тебе нравится, потому что человек уверяет, что все чисто. Покупаешь, вставляешь сим-карту, а у тебя либо связь работает через раз, либо вообще не регистрируется в сети, либо тебе приходит сообщение в духе типа «устройство не обслуживается». И дальше начинается классический российский квест. Докажи, что ты не верблюд. Найди продавца, собери бумажки, сходи туда, сходи сюда, подай заявление, подожди. И напоследок иди к черту. И еще вариант. Ремонтировал телефон, поменял в нем материнку, то есть плату или микросхему какую-нибудь. У некоторых моделей после этого, после ремонта, email может измениться. И привет. И еще один вариант. Привез телефон из поездки, из отпуска. Тебе подарили этот телефон, купил телефон не там, как говорится, где правильный канал. Готовься к оформлению. Ну, а оформление, если его сделают платным, как они говорят, будет выглядеть очень по-нашему. Сначала создаем проблему, потом продаем услугу ее решения, причем под видом вашей безопасности.
И вот тут самый важный момент. Как этим всем будут пользоваться спецслужбы? Как я уже сказал, в России всем, что связано с прослушкой и контролем сетей, занимается ФСБ. Сегодня власть в России довела людей до такого состояния, что ужесточай уже все, что хочешь, ничего против народ не сделает. Ты против? Значит, ты враг, агент или великий дискредитатор путинской армии маньяков. Так вот, прослушка телефона осуществляется не только по абонентскому номеру, но еще и по имей телефона. Ну, как вы понимаете, если система заработает, то здесь уже не важно, имей или номер. У ФСБ будет полная база имей и номеров, которые к ним привязаны, которые привязаны к вашему имени, которые привязаны к вашему паспорту. К тому же вставил не свою сим-карту в телефон, и он тупо не заработает. Приехали, короче. Это все действительно упростит работу для гестапо, ФСБ и Центра ЭК, который, кстати, также проводит оперативно-розыскные мероприятия. Им будет легко вычислять так называемых экстремистов, так называемых террористов, одним словом, врагов преступного режима. Если раньше, например, для того, чтобы вычислить принадлежность номера, нужно было провести иногда очень трудную, сложную работу, если номер был анонимным, то теперь им достаточно будет просто нажать на пару кнопок и все. Ну, например, в обычных условиях, чтобы вычислить, кто пользуется анонимным номером телефона, его нужно сначала поставить на уши. Затем провести анализ прослушки. Если абонент в разговорах сам называет свое имя, то вопрос решен. Но если нет, если он не говорит по телефону, а иногда только включает его для выхода в интернет или просто для отправки смс, то тут сложнее. Нужно провести кучу мероприятий, прослушка, снятие информации с технических каналов связи, биллинг, пелинг. И все это задействованием большого ресурса, как технического, так и человеческого, с риском раскрытия. И не всегда, кстати, успешно, если человек, например, часто меняет свой телефон. Теперь же, если заработает реестр, все это отпадает. Нажмут кнопочку и все. И вот теперь давайте сложим эти вещи в одну картину. Без теории заговора, просто логика. Единый интернет-ID дает устойчивую склейку активности между сервисами. Ты один и тот же человек для разных площадок, а значит и для товарища майора тоже. Имей дает устойчивую связку, склейку человека с конкретным устройством. И быстрый рубильник отключения, если что. И вот здесь вы должны понять и объяснить это своим родственникам, друзьям и знакомым, которые все еще говорят, что им типа нечего скрывать. Это делается не потому, что летят беспилотники, которые, кстати, не летели бы, если бы Путин не напал на Украину. Это делается не потому, что мошенники достали. В нормальной стране, кстати, мошенников ловят профессиональными расследованиями и нормальной работой полиции и финансового надзора, а не тем, что ставят на учет каждого гражданина и каждый телефон. Это делается потому, что государству нужно упростить способ контроля за гражданами, чтобы было легче вычислять неугодных. Потому что эта власть, она боится собственного народа. Ты, наверное, сможешь жить в этом мире и даже привыкнуть к нему. Многие привыкнут. Большинство, наверное, привыкнет. Потому что у людей, как они говорят, и так забот хватает. Им не нужны проблемы. Им не до того, чтобы спорить с системой. И именно на это все и рассчитано. Не только на страх, но еще и на усталость. Что тут можно посоветовать? Ну, во-первых, эта система пока еще не заработала, хотя ФСБ продвигает ее аж с 2022 года. Но, судя по всему, сейчас они взялись за это довольно-таки серьезно. Совпало много благоприятных для них факторов. Беспилотники и мошенники. И те, и другие сейчас самые лучшие друзья ФСБшников. Хотя ни от того, ни от другого это, скорее всего, не поможет. Так вот, что делать? Скорее всего, привязать анонимную сим-карту без человека, на которого она оформлена, не получится. Но те же мошенники, например, я так думаю, наверняка будут решать этот вопрос так же, как они решают квартирные и банковские вопросы уже десятилетиями, через бомжей и алкашей с паспортами. Они просто будут просить их оформить на себя пару телефонов и сим-карт, и все, можно пользоваться до первой блокировки. Затем схема будет повторяться снова и снова. Бомжей и алкашей в России до хера. Во-вторых, наверняка совершенно точно в России в связи с этим появится черный рынок уже
зарегистрированных и активированных примерно таким же способом, как я только что сказал, или через самих силовиков телефонов, которые можно будет неофициально купить. Короче, на этом будут делать деньги как мошенники, против которых все это якобы задумано, так и те, кто будет иметь доступ к этим самым реестрам и базам данных. Поможет ли здесь VPN? Скажу сразу, чтобы без всяких иллюзий. VPN не спасет от проверки связки номера телефона, имей. Если ваш оператор пустил ваш телефон в сеть, он уже знает, кто вы и с какого аппарата вы вышли. Но VPN поможет дать другое. Скрыть от оператора и от ФСБ, куда именно вы ходите. Для них вы будете выглядеть как человек, который постоянно общается с одним сервером VPN. Виден факт соединения, время, объем трафика, но внутри зашифрованный канал. Ваш трафик им прочитать не получится. То есть конкретные сайты и содержимое запросов ни оператор, ни ФСБ не увидят. Так что VPN всегда нужно использовать, если вы находитесь в России. В общем, я вижу пока только такие варианты. Если у вас есть свои советы, полезные советы и мысли по этой теме, пишите их в комментариях и делитесь с другими. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных и полезных выпусков на моем канале. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.